Здравствуйте, мои дорогие друзья! Приветствую вас на канале Оксана Goodwin Vintage. Сегодня я вам предлагаю вместе со мной разобрать вот этот большой ящик с украшением. Провожу небольшую ревизию в своих комодах и разбираю украшения. И, конечно, хочется мне это сделать вместе с вами, но начать сегодняшний рассказ хочу с сегодняшней покупки. Нашла буквально несколько часов назад вот такую чудную вещь. Как видите, досталась она мне всего за $1. И это шкатулка. Это шкатулка, но она необычная. Я жду вашей помощи. Помогите, мои дорогие, что же это такое определить. Я не знаю вообще предназначение такого плана предмета. Давайте сразу тогда уберу и этот ценник. И не знаю предназначение этого предмета. Я предполагаю, что сюда наматывается бумага, может быть, для каких-то мелких записочек, может быть, это салфетница. Но для салфетницы она уж слишком мала. Великолепные розы, деколь с дорисовкой. Есть маркировка, и здесь написано бриллиантовый фарфор. Я предполагаю, что это Англия. Здесь вот такой герб. Кто знает, подскажите, напишите. Но мне вот эта шкатулка очень напомнила вот этот колокольчик от Лимож. Ну, как вам сказать, вот по ощущениям, когда берешь предметы в руки, какие-то кажется, что они прям родные. Этот колокольчик Лимож, здесь вот таки написано, что это Лимож, Франция. С маркировкой, как говорится, вопросов нет. Но вот к этой шкатулочке у меня большие вопросы. И, конечно, жду подсказки. Красивущие розы. У меня есть коллекция розовых шкатулок. Кто не смотрел видео с показом моей коллекции, посмотрите. Там действительно интересные вещицы. И я уверена, что удовольствие от просмотра вы тоже получите, так же, как и информацию. Ну и, кстати, хочу поблагодарить моих зрителей, тех, кто дает мне подсказки, наводки, кто дает информацию. Мне это очень приятно. Я очень благодарю всех, кто дал мне информацию. И, конечно же, я вас за это очень благодарю. Так, ну, в общем, вот такие вот розы, вот такая шкатулка. Кто знает, для чего это и что это, жду ваших подсказок. Ну, а мы начинаем сегодняшний разбор. И разбор сегодня хочу начать с брошей наборных или наборных, как вам будет угодно. И сейчас покажу комплект, который собирался тоже около года. Сначала я нашла вот эту брошь, затем нашла вот эти вот серьги-клипсы. Да, и странно, конечно, но до сих пор некоторые зрительницы пишут, что я неправильно называю клипсы, я называю их сережками. Никакой тут ошибки и оговорки нет. На самом деле все украшения предназначены для того, чтобы носить их на ушах. Это серьги. Отличие заключается в способе крепления. Есть несколько способов крепления, их достаточно много. И самые популярные, скажем, 40-е, 50-е годы – это крепление клипсой. Вот такие клипсовые застежки. Есть крепление пуссеты, это просто гвоздик, который тоже с давних времен присутствует в украшениях. Есть английские застежки, есть французские застежки. В общем, их много, но все это называется все равно серьги с разными формами крепления. Вот пока рассказывала, показала вам эти серьги. Здесь есть маркировка. West Germany. Предположительно, что это брошь тоже Germany. Конечно, говорит вот обратная сторона. Таким образом тоже. Но я считаю, что это комплект был, как вы считаете, потому что отличий абсолютно никаких нет. Здесь все лаконично, и понятно, ясно и, как говорится, все в одной теме, в одном цвете. Вот так вот. А мы идем дальше. Как я уже сказала, коллекция наборных
брошей у меня собралась небольшая, и, конечно, вам я их тоже сейчас покажу. Следующая это вот такая брошь. Центральные бусины Авроры Бореалис закреплены на вот такие пины. Причем заканчиваются, вернее, пины кристалликами. Это не все так просто. Тоже вот так выглядит обратная сторона в отличном состоянии. Все броши, которые я вам сегодня показываю, не требовалось никакого ремонта в момент покупки. В общем, вот такая. А следующая брошь, я считаю, что это тот же производитель, все то же самое, Аврора Бореалис, но брошь более старинная, более старая. Я думаю, что это, ну, Аврора Бореалис это 56-й годы, 60-й. Так что, возможно, это как раз вот начало расцвета украшений с покрытием Аврора Бореалис, думаю, где-то 56-й год, не позже. Кстати, вот эти две броши можно носить как парные, как дуэт. Броши, их рядом тоже приятно видеть. Можно их расположить по-разному, по любому вашему вкусу. И к этим двум брошам есть клипсы, которые подходят, серьги-клипсы, которые подходят так же, как к центральной, вот к большой броши, также и к мелкой броши. Клипсы в отличном состоянии, но есть, видите, некоторые потертости, что говорит о том, что эти серьги клипсы носили, что они были любимыми. Ну и, конечно, это неудивительно. Вот такой комплект можно носить, конечно же, и как парные броши, немного отличающиеся по размеру, так и отдельно. Простите, очень люблю кристаллы и бусины с покрытием Аврора Бореалис. Это просто великолепие. Это, конечно, такая альтернатива бриллиантов. И, конечно, при любом освещении Аврора Бореалис выглядит просто здорово. Так что, если встречаю, покупаю всегда. Будь то бусы, броши, клипсы, серьги. Все, что попадается Аврора Бореалис, я, так сказать, скупаю сразу. И еще следующая, вернее, брошь просто шикарная. Брошь тоже из кристаллов Аврора Бореалис. Есть вот маркизы, такие удлиненные кристаллы. Брошь ярусная, то есть она не плоская. Ну, у этой броши, по-моему, нет маркировки. Если вы видите, пожалуйста, мне напишите. Я тоже думаю, что она относится к 50-м, 60-м годам. Великолепие. Она так, скажем, приближена к натуральным изгибам самого вот этого основного металла, что когда лучи преломляются, брошь выглядит просто изумительно. Тем более в движении. Очень красиво. В идеале носить эту брошь нужно вот так. Ну, как говорится, это все варианты на ваш вкус. Великолепная брошь. Ну и давайте плавно переходим к брошам. Есть, да, у меня. Давайте перейдем к брошам следующие, которые тоже в моей коллекции довольно-таки давно. Кстати, все эти украшения были найдены в каких-то дешевых пакетах. В одном пакете могла быть только одна брошь или какая-то просто деталь от броши, и то это было очень приятно. Это брошь маркированная, брошь подвеска. Я увидела ее у многих коллекционеров, и это Сара Кавентри. У многих коллекционеров я эту брошь видела. Пекинское стекло, кабошоны из жемчуга. Я думаю, что это искусственный жемчуг. В общем, вот такая чудная вещица, как кулон, здорово, и как брошь тоже здорово. Но у многих коллекционеров я вот эту брошь видела. Кстати, купила тоже в каком-то мешке, нашла ее. А следующая брошь, это вот такая великолепная брошь. Единственная печальная печаль – это сход покрытия на перламутровых кабошонов. Тоже у меня была такая мысль вообще полностью убрать жемчужное покрытие, чтобы это осталось просто, ну, я вот в некоторых местах, вернее, вижу, и это похоже очень на молочное стекло, на такое
белого цвета стекло. Ну, не решаюсь я, конечно, сейчас это все счищать. Опасаюсь испортить вещь, поэтому пусть она живет своей естественной жизнью. Как говорится, убрать-то мы всегда успеем, а вот вернуть прежний вид нет. Такое у меня уже было. Я пытаюсь исправить украшения, просто их уничтожала вот так варварски. Кто смотрел мои видео, возможно, знает, что я тоже нашла цепь пластиковую, белую, покрытую белой эмалью, пластиковая цепь и серьги. По-моему, даже не серьги, а дресс-клип там был. Дресс-клип. Да, и я решила, причем этот дресс-клип был покрыт лаком для ногтей, ну, явно современный какой-то. Хендмейдер покрыл, испортил вещь, покрасила. Я решила снять лаком для ногтей. Я просто замочила брошь, вернее, дресс-клип в жидкости для снятия лака. И в итоге она у меня растворилась полностью. Настолько, в общем-то, была потеря моя. Так что я теперь очень осторожно отношусь к вот такой реставрации грубой. Поэтому лучше оставить как есть и не трогать, потому что брошь просто великолепная, она вот многоярусная. Застежка, вернее, обратная сторона говорит о том, что это брошь винтажная, думаю, как минимум это 55-й год, 56-й год, потому что кристаллики тут есть Аврора Бореалис. Такая чудесная брошечка. Боюсь ее реставрировать. Думаю, что не буду даже этого делать. Следующая брошь. Вот такая красота. Красивый оттенок вот самих зеленых кабошонов. Они похожи, вот даже сочетание яблока или что-то такое изумрудное. Ну, очень красивый, яркий цвет. Брошь просто великолепная. Центральный кристалл прозрачный. Обратная сторона вот так выглядит. Думаю, что это брошь более старшего возраста. Возможно, это 40-е, 50-е. Про это говорит именно вот такая удлиненная толстая игла с такими барашками. Так вот все хорошо закрывается, открывается. И роскошные кристаллы. Причем вот круглые кристаллы, они имеют вот такой лимонный оттенок. То есть они не просто белые кристаллы, а именно со слегка желтоватым подтоном. Сочетание вот с таким зеленым именно оттенком выглядит просто превосходно. Мне очень нравится эта брошь. В моей коллекции она занимает достойное место. Да, и, кстати, некоторые зрительницы написали мне под прошлым видео, где я показывала коллекцию, которая досталась мне от бабушки моего мужа, ну и что-то я там находила тоже на свалках. Я сказала, что я не ношу эти украшения в обычной жизни. Некоторые зрительницы мне написали, что как же так, зачем тогда нужны эти украшения, их нужно носить, их нужно эксплуатировать. Ну, в общем, я считаю, что эти украшения, они со временем они приобретают большую ценность. Даже сейчас я просматриваю и страницы eBay, и на различных сайтах, где продают антиквариат, винтаж, вижу, что все гораздо хуже сейчас с приобретением вот подобного плана украшений. Это же касается и к походам, находкам из винтажных антикварных магазинах, также и на свалках. В общем-то, сейчас все труднее и труднее найти что-то ценное, поэтому остается только беречь, ухаживать и любоваться. Вот эту красотку вам тоже показывала. Здесь уже такие оттенки, даже как травянистые, очень яркие. Ну, конечно, неприятность в том, что брошь имеет потери, хотя я вижу, что эта брошь довольно старая, думаю, тоже 40-е, 50-е. Не раньше. Вот конусообразные крепления, об этом говорит вот такая вот в плечики застежка, причем на креплении, и вот открытые кристаллики, вот таким образом скреплена вся эта брошь, но есть потери. Я думаю, что она была шикарная и гораздо больше. Видно, что тут нарушена асимметрия, видите, брошь сборная, асимметрия нарушена, вот так вот она надевалась, но даже вот в этом
состоянии, в котором она ко мне попала. Я тоже ее очень ценю. Ничего не буду переделывать, ничего не буду убирать. Вот как есть. И моя основная задача, конечно, сохранить ее именно вот в том виде, в каком она ко мне попала. Конечно, есть тема переделка украшений, я к этому нормально отношусь, но сама ценность именно в оригинальной сборке, в оригинальном состоянии, конечно. Именно вот тот налет старины, времени, он... Его исправить можно, конечно, можно убрать вот это вот как лишнее, тут все подровнять, она будет ровненькая и все такое, но вот сам дух натурального и дух времени будет, конечно, утерян, а это невосполнимо. Следующая брошь тоже похожа на предыдущую, но в другом уже цвете. Кстати, в прошлом видео я вам показывала колье, и по стилю вот колье с розовым узлом. Кто не посмотрел, посмотрите, ссылку оставлю в первом закрепленном комментарии на прошлое видео. Можете посмотреть. По оттенкам вот кристаллов оттенок очень сложный. Также покрытие Аврора Бореалис, центральный такой кристалл в стиле гранатового стекла. В общем, в целом здесь вижу потери, но такой оттенок сложно подобрать. Если подберу, то ее отремонтирую. Вот так выглядит обратная сторона. К тому же это брошь-подвеска. Как подвеска тоже будет здорово смотреться. Она такая многоярусная, великолепная брошь. Конечно, печально, что есть потери. Ну, так бывает. Это нормально для винтажных антикварных украшений. Кстати, посмотрю, возможно, этот кристаллик в самой коробке и есть, потому что время, клей, конечно, отпадает, отстает, и может случиться с винтажными антикварными украшениями абсолютно любая неприятность. Посмотрите, она как закреплена, то есть вот так в виде шапочки, шляпки она как припаяна. Так, а мы идем дальше. Сегодня красоты вас ждет много, и продолжаю я свой рассказ вот с этой броши. Они похожи, конечно, по оттенкам, но здесь уже, видите, уклон в какой-то сиреневый оттенок. Розовая с сиреневым тоже очень классно смотрится. Здесь такая брошь классическая. Мне кажется, вот по форме это вот, извините, было вот что-то вот подобное. Видите, тут все обломаны, все вот эти вот края. И здесь вот, возможно, что-то вот подобное было. Кстати, посмотрите. Вот эти вот две броши очень похожи своими вот этими переходами. И вот что-то похожее, наверное, было. Ну ладно, остается только гадать, мечтать. Было бы. Но давайте полюбуемся вот этой брошью. Сочетание кристаллов очень красивое, сверкает. Это брошь, по-моему, тоже не маркированная. Но я думаю, что тоже относится к 50-м годам. Очень красивая, нежная, великолепная брошь. Идем дальше, мои дорогие друзья. И сейчас вас ждет просто шедевр. Тот шедевр, который действительно был найден на помойке в каком-то пакете очень дешевом. Стоил мне вообще ни о чем. Кстати, собирался тоже несколько лет. Сначала приобрела я вот эту вот брошь, затем увидела вот эти клипсы. Конечно, схватила, не глядя. Клипсы, серьги на разные ушки, конечно же. Вот так. Вверх листьями их нужно надевать. Маркировки нет, но посмотрите, какая красота невероятная. Вот сами основные кристаллы — это молочное стекло. И как бы тонировано по краям таким синим оттенком. Я не знаю, что это. Либо так было вылито стекло, или так было окрашено. Непонятно сказать, сложно. Но то, что вот по основной, скажем, материал — это молочное стекло, и уже тонирование какое-то идет вот по бокам. Невероятной красоты комплект. Радует, что, конечно, комплект собрался, что он нашел себя. Часто украшения, которые попадаются отдельно. И сами кабошоны закреплены в технике безел. Видите, открытые кристаллы. Но я думаю, что тонирование такое
интересная. Просто сама любуюсь, не налюбуюсь. Так, и следующая брошь, которая осталась тоже в этой... Ну, броши еще много, на самом деле. Извините, если видео получается длинным, но хочется поделиться с вами своей красотой, показать, похвастаться, да, то, что у меня есть. Вот такая брошь, это Австрия, тоже старая, с толстой иглой, черная эмаль и сочетание бордовых и розовых кристаллов тоже здорово выглядит. Она такая тоже объемная, не плоская, красивущая. Красивущая вещица. Кристаллы тоже очень хорошего качества, так сильно сверкают. Так, ну и следующая брошь тоже моя любимая, одна из любимых моих брошей в этой коллекции. Это брошь предположительно брошь с такими синими кристаллами, имитирующими бирюзу. Не знаю, насколько это натурально, но во всяком случае вот эти кристаллы стеклянные, а то, что мелкие, вполне возможно, это и есть бирюза. Тоже очень красивая брошь. Вот они, кстати, все похожи, да, по стилю. Вот я вам сейчас покажу несколько, да, вот в этой технике. Я думаю, что они и относятся к одному периоду. Думаю, что это 50-е, 40-е все-таки. Я к этому больше склоняюсь. Если ошибаюсь, напишите, пожалуйста. Ну, вот эта брошь тоже вот так обратную сторону имеет. И это тоже брошь-подвеска. То есть, как подвеска, она тоже классно смотрится. Я как показывала, это тоже брошь-подвеска. Что касается вот этой броши, я думаю, что она самая старенькая из этой компании. Как-то вот так. Тоже великолепная, да, подборка. Какие сочные оттенки. Просто завораживает меня вся эта красота. Надеюсь, вас тоже. Следующую брошь, так, еще одна осталась. Ну ладно, давайте, раз уж в кадр попала эта брошечка, ее тоже я вам покажу. Это кракелюр, это покрытие эмалью брошированной металлической поверхности. Вот так. Тоже брошь старенькая, думаю, тоже это 40-е годы. Маркировки нет. Предполагаю, что эту брошь также можно надевать как подвеска. Вот не зря все-таки вот так. Как-то вот здесь вот этот вот элемент присутствует, хотя тоже могу ошибаться. Брошь в отличном состоянии попала ко мне. Красивая роза. Я вижу, что это ручная работа. Вручную нарисованная роза. И так обратная сторона выглядит. Следующая брошь, которую я пропустила, это вот такая малышка зеленая. Тоже плечики, застежка. Думаю, тоже она к 40-м, может, к 50-м годам относится. Очень красивые кристаллы зеленого цвета. Вот такая вот форма. Она, брошь сама мелкая, но за счет того, что она имеет вариант как прозрачная, да, то есть оттенок ткани, на которой будет расположена эта брошь, она все равно будет давать еще какой-то дополнительный эффект. И вот такая вот малышечка, но очень красивая. А следующая брошь это вот такая брошь с молочным стеклом. Причем, так, маркировку сразу смотрю, маркировки у этой брошечки нету. И это, чем мне вот эта именно брошь примечательная и нравится, тем, что это молочное стекло с гравировкой. То есть вот я затрудняюсь сказать вообще по поводу технологии, как это было сделано. Возможно, сначала был изготовлен металлический, основа площадка, да, затем из молочного стекла была выточена именно вот такая звезда и как бы прикреплялась на саму площадку. Возможно, другая какая-то технология, но брошь в итоге классная. Тоже очень яркая, красивая. Осталось несколько брошей, и они все, конечно же, заслуживают своего внимания. Это моя любимая брошь Трифари. Есть маркировка. Да, это Трифари. Брошь, которая состоит из элементов. Видите, сама часть вот эта вот
Она как подвижная. Мне напоминает это брошь Мальтийский крест. Могу ошибаться, тоже напишите. Брошь такая, с одной стороны, как бы это цветок, да, но она такая лаконичная, и хочется только ее рассматривать, потому что по всем вот этим вот деталям идут такие мелкие красивые кристаллы. Потерь я в этой броши не вижу. Ну, такая вот классная брошечка. Так, следующая брошь. Ну, надо ускоряться, а то видео получается длинным. Так, это Avon. Ну, какого качества великолепного. Как я всегда говорю, что недооценена была мной, например, компания Avon в плане украшений бижутерии. И приехав сюда, я вижу, что винтажный Avon довольно хорошего качества, потому что компания Avon не производила сама украшения, она заказывала их у известных компаний, у известных дизайнеров. И вполне вероятно, что некоторые винтажные броши от Avon выполнены именно известными домами, известными брендами, не побоюсь этого слова, и известными дизайнами. Мне вот эта вот брошь очень Кора напоминает своей брошировкой, своей вот этой вот как бы увесистой, добротной такой фактурой. Брошь тяжелая, брошь не мелкая, но такая красота. Красотка, та еще. Следующая брошь простая. Вот я, когда ее вот эту брошь нашла, подумала, что здесь не хватает центрального какого-то кристалла, и уже была готова подыскивать, чем бы можно было заполнить вот центральную часть. Зайдя в интернет, я обнаружила, что вот оно так и было. То есть это оригинальный вариант, и это тоже, по-моему, Сара Кавентри. Да, это Кавентри с копирайтом. Брошь такая тоже объемная, тяжелая. Вот по качеству, кстати, вот эти вот броши, они чем-то похожи, и оттенком металла, и как бы стилистикой, да, и вот тут степенью броширования. Ну, вполне возможно, что винтажный Avon и украшения свои тоже заказывал в компании Кавентри. Ну и шедевром сегодняшней разборной такой темы хочу показать вам вот такую брошь. Это тоже трифари. Это вот такие листья, банты, завитки. Тоже в трифари много броши, украшений именно, которые вот в этой теме находятся. У меня тоже в коллекции много украшений, которые имеют вот в форме листья, какие-то завитки, там банты, ленты, вот что-то вот такое. Вот эта брошь тоже интересная. Думаю, вполне подходит в качестве шедевра сегодняшнего видео. Вот такой разбор получился. Надеюсь, вам сегодня понравился ролик. Всех люблю, целую, обнимаю. Пишите свои впечатления от сегодняшнего показа. Всем мира, добра и красоты. С вами была Оксана. Увидимся завтра в новом видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.